Лошадиная голова. Автор Салливан. История, произошедшая со мной лет 10 назад, не то чтобы страшная, скорее странная. Найти какого-то объяснения до сих пор не могу. Забавно, что поначалу я отнесся к ней почти легкомысленно, и лишь с годами стал переосмысливать ее в другую, более мрачную сторону. Со временем те воспоминания начали вызывать во мне все более и более неуютные чувства. Кто знает, возможно, когда-нибудь она меня действительно напугает. Я был студентом, без богатых родителей, связей и, как следствие, денег. А цены за учебу сами знаете какие. Родители едва тянули оплату семестра за семестром. И вот я решил, что хватит быть дармоедом. Сам начал крутиться и подрабатывать, где только мог. Причем до того момента прослыл законченным лентяем, который сутками мог не отлипать от компа, а тут будто второе дыхание открылось. Наверное, сыграло желание казаться взрослым, переходный возраст и все в таком духе. Толком ничего не умея, хватался за все и сразу. Грузил мебель, носил газеты, сторожил стройки, катал на заводе консервы, даже могилы копал. Где-то платили нормально, где-то обманывали, но на жизнь хватало. Проучившись года 3 и поднабравшись опыта, удалось наконец найти подработку почти по специальности. Это было какое-то ничем не примечательное место. Название и то выскочило из головы. Поистерлись из памяти лица и имена, осталась только советская трехэтажка, бывшее здание геолого-разведочного института. В свое время прибранного к рукам заспизженные народа ваучера. Запомнилось оно мне очень хорошо, в особенности своим внешним видом, который был так жалок, что плакать хотелось. Не выдержал храм науки испытания временем и перестройкой. Честно сказать, при первом знакомстве я и принял его за ночлежку для бомжей, а не за офис перспективной развивающейся компании. Казалось, чуть сильнее дунет ветер и сложится все как карточный домик. Разлетится по асфальту карточная черепица. Внутри состояние было не лучше. Линолеум, подходящий пластами, в углах паутина, по коридорам, покрашенным в грязно-синий, метался застрявший во времени призрак коммунизма. При всем при этом в здании хоть и вяло, но шевелилась жизнь. По этажам были разбросаны почти одинаковые кабинеты. Квадратов на 20, в которых просиживали жизнь такие же одинокие и угрюмые люди. Именно тогда я испытал первое серьезное разочарование в жизни. Профессия, сожравшая столько родительских средств, мне не понравилась. Возможно, сыграл не самый удачный выбор первой работы. Надо было искать дальше, а не лезть в затхлую конуру. Хотя, скорее всего, причина была даже банальной. Я неожиданно понял, что за 2 недели разгрузки фур зарабатывал больше, чем за месяц здесь, по своей хваленой специальности. Дошедшие в вершение всего, коллектив, состоящий из теток постбальзаковского возраста, который как-то не вписывался. В общем, как это и свойственно молодым, я быстро решил, что жизнь кончена, что все усилия тщетны, что я свернул где-то не там и не туда, и теперь буду всю жизнь торчать в прокисшем кабинетике, заниматься непонятно чем и считать деньги от зарплаты до зарплаты. Оставалось только смириться, глядеть насквозь из окна и падать вместе с листьями куда-то вниз. Было хуёво, но был, правда, и Константин Михайлович. Константин Михайлович был архетипичным советским дедом, работавшим здесь еще со времен геологоразведки. Кто-то поговаривал, что старик и вовсе пропахал на одном месте всю жизнь.
Менялись названия, эпохи и директора, а его трудовая так и лежала в отделе кадров на третьем лету уже 50. А архетипичность Константина Михайловича выражалась в известном дедовском убеждении, что раньше было лучше. Боязни пальмового масла и ГМО, недоверие ко всему новому и всему в таком духе. В остальном это был клевый дед, немногословный, но добрый, всегда готовый помочь и не скупящийся на доброе слово в похвалу или просто так. Этим он выгодно отличался от прочих моих коллег, весь день ходивших с выражением «поел говна» на лице. Работал Константин Михайлович ночным сторожем. Старик нравился мне больше остальных. Я даже к нему привязался, и так получилось, что на новой работе Константин Михайлович стал мне единственным другом. С ним можно было помолчать, поговорить, спросить совета, которого мне в тот период жизни действительно не хватало. Он обладал той самой стариковской житейской мудростью, которую не вычитаешь в книгах и на которую не получишь диплом. Той, что обретается только долгой и не всегда легкой жизнью на постсоветском пространстве. Не знаю, почему сам Константин Михайлович сдружился с сопливым студентом. Возможно, испытывал ко мне что-то отеческое, потому как собственной семьи и детей так и не заимел. В конце рабочего дня я обычно заходил к нему в каморку, он угощал меня печеньем или грушами, мы пили чай, могли поболтать, старик рассказывал всякие истории из своей прошлой геологической жизни, в основном о работе или каких-то забавных случаях, я послушал. О себе он говорить не любил. Уже потом я ловил себе на мысли, что о самом Константине Михайловиче я толком ничего и не знал. Ну или, по крайней мере, не помню. Помню только, что родом он откуда-то из Поволжья, а в наш город приехал по распределению. И что из всех родственников был у него один только брат. В 90-е брат уехал на заработки и сгинул бесследно. Поговорив, мы обычно сидели молча. Смотрели, как заходящее солнце отражалось от зеркальных витрин, что через дорогу и оранжевыми лучами жгло сквер. Потом он уходил сторожить, чтобы на утро идти домой. А я домой, учить семинары, чтобы на утро идти в институт, а после обеда сюда. Так мы и жили. Как-то раз Константин Михайлович попросил подменить его на смене, а взамен обещал одарить ведерком клубники. Я согласился, потом было еще пару раз и еще. С этого, пожалуй, все и началось. По договоренности с начальством это превратилось в мою полноценную вторую работу. И прибавки к скромной зарплате я был бесконечно рад. Дело было летом, учеба далеко позади, и это занятие меня не напрягало, а деньги лишними не были. Выходил нечасто, примерно раз или два в неделю. Платили немного, но все же платили. И вот в один из таких дней Константин Михайлович подходит ко мне и говорит: «Сереж, сегодня груз привезут, ты занеси на склад». Я вопросов задавать не стал, хотя меня и смутило. Что это еще за груз на ночь глядя? С другой стороны, раз Константин Михайлович говорит, значит все нормально. Какой-нибудь запоздавший курьер мог застрять в пробку, всякое бывает. Вот только ни в 9, ни в 10, ни в 11 часов никто так и не появился. Офис давно опустел и закрыл входную дверь на ключ. Само здание, как я уже говорил, было трехэтажным, не считая цоколь, и имело обычную планировку. Длинный продольный коридор на каждом этаже с располагавшимся по обеим сторонам кабинетами. Только в подвале коридор разделялся на два. Один вел в теплоузел и к электрощиту, другой к складским и хозяйственным помещениям. Вход в здание всего один. Имелось, конечно, пожарные входы на цоколем и на первом, но вопреки всем правилам они были захламлены и закрыты. На окнах первого этажа решетки. Рядом с центральным входом находилось небольшое помещение под сторожку, окнами выходящее, собственно, на крыльцо и на всю прилегающую территорию. Это я к тому, что весь процесс несения службы был прост. Сидеть и пялиться в окно. Никого не дождавшись, я растянулся на кресле и захрапел. Проснулся резко, как по команде. Стояла уже кромешная тьма.
Едва открыв глаза, я так и застыл в кресле. У входной двери на фоне абсолютно пустой улицы стоял человек и смотрел на меня. Хоть в темноте я и не мог толком его разглядеть, но в том, что он буравил меня взглядом, я почему-то не сомневался. Сердце сжалось в крохотный узелок, да и все остальное, что обычно сжимается, тоже. Меня накрыло вполне липкого, необъяснимого, почти с детского страха. Я вжался в кресло, перебирая в голове варианты, как поступить. Позвонить в милицию, начальству или просто выпрыгнуть в окно и сбежать. Согласен, последний не самый красивый поступок, но что я мог поделать? Я был просто 20-летним оболтусом, видевшим подобную хрень только в кино. Между тем человек на улице продолжал стоять и смотреть на меня. Он не пытался войти, не стучал, не подавал голос, просто стоял и смотрел. Его силуэт оставался полностью неподвижным, и это пугало меня больше, нежели бы он, к примеру, пытался высадить дверь. Прошло, наверное, минут 10, а может и больше. Понимая, что само собой это не закончится, мне удалось кое-как собраться с духом, встать и окликнуть незнакомца как можно суровее. Тот даже не шелохнулся. Тогда я резко дернулся вперед, сделав вид, что сейчас брошусь к двери, реакции не последовало. Это немного меня успокоило и даже вернуло способность логически мыслить. Я начал медленно двигаться по направлению к двери, за которой стоял незнакомец, стараясь не спускать с него глаз. Входная дверь, кстати, была обычная, из ПВХ, зато решетки на окнах, ага. Со стеклом, за которым маячила вся та же темная фигура, заслонявшая собой далекие огоньки фонарей. Пока я приближался, ее положение как будто не изменилось. В голове мелькнула смутная догадка, которая в итоге оказалась верной. Повозившись с ключами и открыв дверь, я увидел, что на крыльце стоит манекен. У меня будто гора с плеч свалилась. Даже смешно стало. Мигом представил себе, как глупо бы выглядел, вызови я ментов. Но ненадолго, ведь вслед за облегчением на меня посыпалась целая куча вопросов, озвучивать которые, думаю, необходимости нет. Я почти не сомневался, что передо мной тот самый груз, о котором говорил Константин Михайлович. Вот только, оглядывая безлюдные улицы, темный сквер, пятиэтажки, в окнах которых не горели огни, мне делалось откровенно не по себе. Это что, шутка какая-то? Но мне было совсем не смешно. Я смотрел в безумное лицо манекена, стоящего в мареве темноты, и на меня наползали чувства не менее скверные, чем те, что я испытал минуты ранее, вглядываясь во тьму из своей сторожки. Сбросив минутное оцепенение, я взял ключи от подсобки, подхватил манекен на руки и понес в подвал. Там было несколько помещений, используемых под складские, и в них все было обычно. Банки с краской, шкафчики для одежды, лопаты и швабры, куча всякого хлама. Пластиковый мужик, поставленный в центре, смотрелся дико и инородно. Только при свете лампы я разглядел, что лицо манекена было густо вымазано краской, синей и фиолетовой, а еще взгляд, оказывается, там, на улице. Он даже не смотрел на меня. Голова была чуть задрана вверх, взгляд устремлен туда же. Странно как-то. Манекены должны смотреть прямо перед собой, их вроде так делают. Немного постояв и пожав плечами, я выключил свет и закрыл за собой дверь. Естественно, что на следующий день меня распирало от вопросов и даже некоторого возмущения. Я жаждал неделикатно заметить Константину Михайловичу, что от таких шуточек и на тот свет отъехать можно. Но ковылявший по бетонной площадке старик огорошил меня всего одной фразой. «Спал?» – спросил меня он, и будто зная ответ, покачал головой. Без злости и даже укора, только с какой-то разочарованностью. Я, честно говоря, растерялся. Ну да, спал. Кто же не спит на подобной тупой работе? Между прочим, я тут как бы сутки просиживаю. Блин, да все сторожа спят, и все об этом знают, что в этом такого. Но признаваться было неловко. К тому же я знал, что сам Константин Михайлович очень серьезно относится к своим обязанностям, даже когда сменил геологию на ночную сторожку. В общем, мне стало стыдно, и я
промямлил что-то неразумительное. Вопросы вылетели из головы, рассеялись в таинственность ночи, и будто пазл сложился. Вот уставший доставщик колотит в стекло, не в силах вырвать меня из богатырского сна. Потом выгружает из кузова манекен и ставит его перед дверью, лицом ко мне с целью меня проучить, а может и без того. Складывает пополам и сует под порог товарную накладную, которую я наверняка проглядел, и она уже улетела черти куда. Напоследок матерится и уезжает, а манекен... Ну а что, это всего лишь манекен. Охота к разговору сразу отпала. Думаю про себя, перевозчик, собака наверняка пожалуется начальству и мне попадет. Еще и Константин Михайлович как-то погрустнел, сгорбился, вижу, обиделся. Я и сам вмиг на всех разобиделся, очень стало жалко себя. Ебашу тут сутками за 3 копейки. На кое что можно было бы и глаза закрыть, знаете ли. Весь следующий день я же сидел и ждал, что в кабинет завалится кто-нибудь из начальства и устроит мне выволочку, или придет в бухгалтерии и начнет трясти с меня документы. Тогда я пошлю всех нахер, хлопну дверью и, наконец, с чистой совестью свалю отсюда. Ждал, но счастья своего не дождался. За весь день никто ко мне так и не подошел и об пришедшем грузе словом не обмолвился. Даже Константин Михайлович болтал со мной, как ни в чем не бывало, хотя небольшой осадочек и остался. Несмотря на то, что все обошлось, в следующую смену я спать и не решился, что давалось мне нелегко. В те времена еще не было бесконечного интернета, позволявшего с головой окунуться в телефон, а прихваченный томик с Кавказским замком никак не хотел лезть в голову. Когда от крепкого кофе уже начало соднить горло, я решил пройтись. Проверил замок, выбрался из своей конуры и начал прохаживаться по пустым коридорам. Туда и обратно. Поднялся на 2-й этаж, потом на 3-й. Проверил, закрыты ли окна. Спустился на 1-й, подергал решетки. Стал проверять двери, опять же по этажам. Как назло, все оказалось в порядке. И на этом мои занятия закончились. Я уже хотел возвращаться, когда мелькнула еще одна мысль. Бродить по подвалу мне вроде не полагалось, но с другой стороны и не запрещалось. Поэтому я решил, что большого греха не будет. Взяв ключи от подсобки, я спустился на склад, где оставлен манекен. Открыл дверь, загудела ртутная лампа, я вошел внутрь. Внутри были все те же лопаты и швабры, банки с краской, коробки, ящики, обычные вещи. Манекена нигде не было. Я прошел дальше, огляделся по сторонам, как будто он мог спрятаться за грудой хлама, но напрасно. Почесав голову, я вернулся в коридор. Интереса ради, я начал прохаживаться по коридору, позвякивая связкой ключей и открывать двери одну за другой. Как оказалось, все помещения в подвале использовались одинаково. Под архивы либо склады, а где-то, судя по сантиметровому слою пыли, считай под свалки, какие-то карты и схемы на пожелтевших рулонах бумаги забили бесчисленные полки и стеллажи. Палки с личными делами за несколько поколений, сломанные стулья и монитор, разбитая мебель, ведра засохшей краски, старый рояль без клавиш. Где-то виднелось подобие порядка, куда-то не заходили годами, но все это было неинтересно. Поэтому я едва смог удержаться от вскрика, стоило лампочки выхватить из тьмы не полки с бумагой, а безволосые головы и матовые тела. Одно из пластиковых лиц, густо перемазанное бордовой краской, смотрело прямо на меня. Я опешил, выронил ключи, быстро поднял и осмотрелся. В отличие от остальных помещений, это было полностью пустым, если не считать манекенов, расставленных в центре. Их было 6 или 7. Кажется, 2 или 3 были сидячими и посажены на стулья, другие стояли. Все пластиковые лица были замазаны краской. Рядом стоял столик. На нем мелкие вещи непонятного назначения
И что я совсем не ожидал здесь увидеть, советский виниловый проигрыватель. После того, как я немного пришел в себя и начал обследовать комнату, я с интересом отметил, что манекены были расставлены не хаотично, а в неком подобии композиции полукругом. Причем специально таким образом, я это даже проверил, что в какой бы части комнаты ты ни находился, один из манекенов всегда повернут в твою сторону и смотрит на тебя. Здесь был и тот, ради которого я, собственно, спускался. Он единственный смотрел вверх на грязно-серый потолок. То есть, когда я вошел, я не случайно встретился взглядом с пластиковой куклой. Так было задумано. Они стоят так, чтобы всегда наблюдать за чужаком. Почему-то именно эта мысль первой вспыхнула в голове, и от нее что-то холодное заскользило по пищеводу. Мне стало, если и не страшно, то слегка не по себе. Сквозь непроницаемую тишину подвала едва пробивалось гудение ртутной лампы. Я стоял неподвижно, манекены смотрели. Тьма в коридоре покусывала дверной косяк, будто просилась внутрь. Просилась внутрь. Еще одна неуместная мысль, влезшая в голову, которую я тут же прогнал, пытаясь смыслить здраво. Что это за хрень? Какой-то театральный реквизит, может, место для какого-нибудь дебильного корпоративного тренинга? Я подошел к столику, повертел в руках лежащие там предметы, какой-то металлический стержень с колесиком, нечто похожее на логарифмическую линейку, другие непонятные штуки, чье назначение так и осталось мне неясным. Внимание привлек проигрыватель, в котором стояла потертая от времени грампластинка. Текст на ней так затерся, что при тусклом свете было не разглядеть. Однако я рассудил, что бы ни было там записано, оно должно проливать свет на то, что здесь происходит. Недолго думая, я поднял крышку, включил маховик и аккуратно опустил иглу на краешек потертого от времени винила. Устройство отреагировало шипением и тихим потрескиванием. Закружилась черная гладь, ничего из себя не извергнув. Я терпеливо ждал, пока не решил, что пластинка, вероятно, испорчена, но в этот момент звук появился. Моих ушей коснулся какой-то металлический лязг, похожий на стук колес поезда. Я напрягся, но продолжал вслушиваться, как гудит и бряцает металл, как где-то по ту сторону, далеко, ко мне приближается поезд. К нему прибавились и другие звуки, отдаленные глухие удары, похожие на бой барабанов. И те, и другие начинались как будто издалека и медленно приближались. Звуки были тяжелыми и неприятными, к тому же какими-то гипнотическими. Вкупе с тем, что меня окружало, мне это совсем не понравилось. Я уже хотел выключить проигрыватель, но внезапно воздух буквально взорвался от хлынувших из него завываний, ударов, стенаний и скрипов, какой-то бешеной какофонии, разобрать на фрагменты, которые я уже не мог. Это привело меня в ужас, и я буквально оцепенел. Стены хорошо резонировали, звуки вгрызались в череп, и у меня натурально заболела голова. Я не смогу точно описать то, что я слышал. Помню только, что из общей какофонии выделялся какой-то протяжный глухой стон, похожий на крик ночной птицы. Он пульсировал, пробиваясь сквозь толщу бессвязного шума, ударяясь в потолок, рассекался по комнате и перехватывал меня за поджилки. В воздух поднялась пыльная взвесь, или это у меня заребило в глазах. Я резко выключил проигрыватель, едва не опрокинув его со стола. Долбанул по выключателю света и стремглав выбежал из комнаты. В туалете меня вырвало, и я недолго склонился над раковиной, рассматривая в зеркале свое бледно-зеленоватое лицо. Мысли не было, как не было и сил что-либо пояснить. Остаток смены я просидел на посту, иногда ловя себя на том, что постоянно поглядываю на черный провал коридор, ведущий в подвал. В случившемся я не рассказывал ни Константину Михайловичу, ни вообще никому, равно как и вопросов не задавал. Почему, не знаю, возможно, просто не знал, как начать разговор. Я нашел комнату с манекенами и
Послушал испорченную пластинку, настолько древнюю, что звуки смешались до механической жвачки. На фоне переутомления и недосыпа это меня слегка подкосило, только и всего. К тому же вторжение в комнату почему-то казалось чем-то постыдным, как будто я прошелся своей пятерней по чужому карману. Сам я строил кое-какие догадки и временами присматривался к Константину Михайловичу. Но старик был абсолютно нормальным, даже образцово нормальным, ведущим себя в точности так, как и полагается дедам его возраста. Смотрел телевизор, ходил на рыбалку, жаловался на болячки, ругам правительства и все в таком духе. Никак не верилось, что он по ночам, запершись в подвале, раскрашивает манекенов, будто языческих истуканов. То, что к комнате может иметь отношение кто-то еще из офисных, верилось еще меньше. Постепенно впечатление сгладилось, и о манекенах я вспоминал лишь иногда, посиживая в рабочем кабинете. Странно становилось. Я тут среди клерков работаю, как ни в чем не бывало, а они там в темной комнате смотрят по сторонам, слушают пластинку со страшными звуками. Над ними по этажам обычные дела и обычные вещи. Бабульки в очках, квартальные отчеты, счета, фактуры, премии. Что это, зачем и для кого? Странные места и странные вещи, которые, наверное, всегда были, я просто не замечал. Вспоминался ангар на оптовке, куда ничего не грузили, или раздевалка в хозмагии на втором этаже. Сколько помню, никто никогда там не переодевался, а на двери всегда висел ржавый замок. Зачем она там? Зачем замок? И что за дверью? Все что угодно. За дверью комната, а в комнате на стене дыркой, а из нее смотрит раскосый глаз. Мы засиделись дольше обычного, когда Константин Михайлович звякнул о стол прозрачной чекушкой. «Накатим по одной?» – спросил он просто по-свойски, за что я его любил. Накатили чуть больше, чем по одной, как это всегда и бывает. Алкоголь развязал язык, и меня вдруг прорвало. Выложил ему все про тот случай, вплоть до блевания в туалете, сопроводив закономерным вопросом, что это было. Константин Михайлович замолчал надолго. Неподвижно глядя в окно, там уже стало смеркаться, и последние трудоголики уходили в закат. Поползли тени, проглатывая скамейки прохожих и чью-то жирную таксу. Я пожалел было, что открыл рот, когда Константин Михайлович неожиданно встал. «Пойдем, — говорит, — покажу». Я аж как-то сразу протрезвел, подумал, что сейчас получу лопатой по голове за то, что влез куда не следовало, но все равно пошел. Мы спустились в подвал и вошли в ту самую комнату. Там все было точно так же, как тогда. Единственное, что изменилось, внутри импровизированного полукруга стоял высокий эмалированный таз, до краев наполненный водой. Константин Михайлович вышел и вернулся с двумя табуретками и ведром краски, обычной эмульсионки для потолков. Он осадил меня в центре, а сам сел напротив, попросив внимательно смотреть и слушать. Потом зачерпнул краски ладонями и умылся ею, став похожим на уличного мима. Я, и до этого чувствовавший себя весьма неуютно, прифигел еще больше. Старик попросил меня сделать то же самое, а после моих вялых протестов сам бесцеремонно вымазал мне лицо. Я тут же склонился над полом, чтобы стекавшая краска не попала на одежду. Нет, стирать же потом. Константин Михайлович повторил, чтобы я слушал его очень внимательно и все выполнял. Я смог только кивнуть. Константин Михайлович сказал, что бы ни происходило, нельзя вставать, ходить или как-то перемещаться. Я кивнул. Константин Михайлович сказал, что если меня будет ухать или тянуть, нужно упасть на пол, на левый бок и лежать так. А если будет совсем плохо, то на живот, но на спину нельзя. Я кивнул. Константин Михайлович сказал, что все это для того, чтобы смотреть в таз с водой. Я кивнул.
Константин Михайлович сказал, что плохой знак, если появится лошадиная голова. Я кивнул. Константин Михайлович сказал, что голова толстая, зубы у нее крепкие, а крики страшные. Тогда нужно хватать ее за ноздри и топить в тазу. Плавать голова не умеет, я кивнул. Константин Михайлович сказал еще что-то, потом еще я кивал. Константин Михайлович спросил, все ли я понял. Я кивнул, хотя не понял вообще ничего. Я прирос к табурету, думая про себя, выглядит ли то, чем мы занимаемся, хоть немного нормальным. Константин Михайлович включил проигрыватель, и я вздрогнул, услышав знакомый металлический лязг. Старик сел напротив и молча уставился на меня, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Я не знал, чего ожидать, и просто глядел его мраморное, ничего не выражающее лицо. Несколько раз меня подмывало уйти, но почему-то напугали его наставления: нельзя вставать и как-то перемещаться. Когда комната наполнилась знакомой какофонией, в воздухе снова поднялась пыльная взвесь. Голова разболелась, я закрыл глаза, потом снова открыл. Стал осматриваться по сторонам, видя только безволосые головы манекенов. Один из них уставился прямо на меня. Он же в другую сторону пялился, мелькнула мысль, но тут же пропала, потому что я как-то внезапно и сразу понял, что пыльное облако в комнате — это не пыль, это воздух стал каким-то неправильным и шероховатым. Свет из окон рубил из фигур длинные тени, которые выплясывали по стенам. Под нарастающую головную боль мне стало казаться, что стена напротив запузырилась и поплыла. Я встряхнул головой и почувствовал, как в животе разрастается колючий ледяной ком. Какой свет? Какие окна? Мы же в подвале. Нет тут никаких окон. Я повернул голову, но ясно увидел на стене слева два окна. Самых обычных окна, пластиковых, с одной открывающейся створкой. Из них лился фиолетовый свет. Ошеломленный, я встал и сделал к ним пару неверных шагов. Что там такое? Я вытянул шею, но ничего не было видно. Только странный фиолетовый свет, клубящийся, собиравшийся какие-то завихрения. В ту же секунду кто-то резко и грубо рванул меня за одежду. Я потерял равновесие и упал, едва не угодив головой в таз. Лицо обдало холодными брызгами. Приподнялся, коротко вскрикнул. Со дна на меня смотрело мое собственное отражение. Каким-то краешком сознания я успел сообразить, что на дне таза лежало зеркало. Я же говорил не вставать, не ходить. Но я не слушал его, а глядел через зеркало в потолок, который плыл и пузырился так же, как стены с секунду назад. Прямо на моих глазах из потолка вылезал огромный продолговатый отросток. Со звуком рвущейся резины он непрестанно рос, бугрился и изменялся, словно был сделан из пластилина. Стремительно обретал детали в виде высоких плоских зубов, широких раздувающихся ноздрей. Лопнувшая по его краям масса обнажила огромные выпученные глаза, которые бешено и хаотично вращались, будто были не в силах на чем-то сфокусироваться. Лошадиная голова. Меня парализовал ужас вместе с ощущением полной нереальности происходящего. Я был не в силах заставить себя повернуться и просто смотрел в зеркало на существо, которое вылуплялось из потолка. Оно медленно сползало ко мне, и его блюдцеподобные глаза, я был в этом уверен, пытались остановиться на мне. Меня пронзила уверенность, что если это произойдет, случится нечто жуткое. Губы существа растянулись и вытянулись вперед, будто два электрических ската, и оно издало тот самый леденящий стон, как на пластинке. Волосы на моей голове натурально встали дыбом.
В мозгу мельтешили слова Константина Михайловича, что нужно за что-то там взять, окунуть. Да как тут окунешь-то? На помощь пришел сам Константин Михайлович. Он подскочил и силой окунул голову в таз. Вот только не лошадиную, а почему-то мою. Я больно ударился носом о дно и замолотил по полу руками. Хлебнул воды, а носоглотку обожгло холодным огнем. Константин Михайлович держал меня крепко, и пришлось основательно побрыкаться, чтобы опрокинуть таз и не захлебнуться. Когда ко мне вернулось самообладание, и я смог как следует отдышаться, то никаких окон, лошадиных голов, плывущих стен и странного света не было. Проигрыватель был выключен. На меня сочувственно взирал Константин Михайлович, протягивая кружку с чем-то горячим. «Спасибо, — говорю, — я тут из таза напился». Он молча отставил кружку и стал поправлять свои загадочные побрякушки на столе. Я чувствовал себя полностью вымотанным, опустошенным. Я должен был огреть его чем-нибудь хорошенько или бежать в панике, не оглядываясь, но сил не было даже на злость. «В тазу можно увидеть ужасное, — сказал Константин Михайлович, — а можно что-то невероятное. То, что очень хочешь, и то, что не получается вообразить. Смотришь, и оно там». Я слушал его с полным отсутствием чувств, разглядывая треснутое зеркало на полу, в котором отражалось мое бледное, в потеках краски лицо. «А зачем вот это вот манекены?» Он замолчал недолго, прям как в сторожке. Заговорил медленно, подбирая слова. «Сбить с толку, запутать. Оно не различает лиц, не может видеть. Оно не злое, но любопытное. Прилипнет к тебе, потом не отвяжешься». «Что там в окнах?» Я не отставал. Константин Михайлович наклонил голову, пробубнил себе что-то под нос и нехотя ответил: «Там чужое, не мертвое, не человеческое, туда не надо». Я спросил про лошадиную голову, но старик ответил, что об этом нельзя говорить. Он помог мне подняться и выпроводил, сказав, чтобы я шел домой. Дома я проспал остаток ночи и весь следующий день, соврав начальнику что-то про внезапно приехавших родственников, а когда проснулся, произошедшее стало казаться горячечным сном. О том, что произошло, мы с Константином Михайловичем никогда не разговаривали. Я его ни о чем больше не спрашивал и даже в комнату больше не заходил. Звучит диковато, но мы продолжили жить и болтать в перекуры, распивать чаи, как будто ничего не случилось. Я молчал, он тоже. Единственным последствием было то, что меня стали посещать странные сны. Я плохо помню детали, да и сны отличались немного, но всегда имели общую направленную структуру. Обычно я находился в каком-то большом помещении, студенческой аудитории, где-то в гостях или в кафе. Там всегда было шумно и людно, стоял гул от разговоров, да и я с кем-то болтал, и в один момент на задворках сознания возникает чувство чего-то неправильного. Сначала я просто отмахиваюсь от него, однако оно медленно, но неуклонно растет. Скоро я с тревогой озираюсь по сторонам, пытаясь понять, что же не так, но не замечая ничего необычного. Странно, но от этого не становится легче, а наоборот еще неуютнее. И вот когда меня уже начинает охватывать ощущение тихого ужаса, я наконец замечаю, что рядом за столом сидит манекен. В голове что-то щелкает, и я тут же понимаю, что все происходящее сон. В этот момент окружающие люди замолкают, и все как один начинают ко мне оборачиваться. Я в панике озираюсь по сторонам, а когда снова поворачиваюсь к манекену, вижу, что его рука вытянута к окну. «Смотри, смотри!» — звучит в голове голос. Я смотрю на окно, и мне в глаза бьется слепящий свет, настолько яркий, что я просыпаюсь. Это длилось недели две, потом прошло, а через месяц я уволился. Нет,
Причина была вполне прозаична. Осень, началась учеба. Тяжело стало совмещать и то, и другое, да и устал, если честно. С Константином Михайловичем мы стали видеться реже, как это всегда и бывает, жизнь развела нас по разным берегам. Сначала я навещал его, как обычно, потом визиты сделались как-то прохладней, превратились просто в визиты вежливости, а затем прекратились. Что тут добавить? Конечно, о произошедшем я не мог просто забыть, но нашел объяснение меня успокаивающее. Почему-то я заключил, что мой драгоценный работодатель в манекенах возил наркоту. Мельтеша рядом с ним, я мог ненароком дунуть, плюнуть, что-то там подцепить и улететь в страну Дона Хуана. Звучит бредово, но тогда казалось вполне убедительным. Сейчас я больше всего жалею, что из-за страха или еще чего-то даже не попытался во всем разобраться. Что это, мать его, было? Что за пластинка и откуда она взялась? От чего защищают манекены? Что за предметы на столике? Что за фиолетовый свет в окнах? Причем тут таз с водой, зеркало, странные сны и лошадиная голова? В конце концов, причем тут сам Константин Михайлович? Вот ведь тоже скрытое человеческое. Идет по улице обычный пенсионер в старенькой куртке, в круглых очках, или стоит в поликлинике за талоном, или едет в автобусе рядом. В руке у него пакет или сумка, в ней хлеб, молоко, может, газета. Посмотришь на него, скользнешь взглядом и не заметишь, а в нем тайны, миры ангельские и демонические, скрытые смыслы, странные существа, окна на ту сторону. Да и кто знает, что еще. С тех пор я понял, что тайных порталов за дверями в подсобках, конечно же, нет. А зато Константин Михайлович, угрюмый и одинокий, с их потаенными горькими реальностями, носимыми в себе, кто знает, сколько их. Инфернальное живет вместе с ними, в сторожках и заводских раздевалках. Странное везде разное, потому что не надерганное с модных платформ и не услышанное от кого-то, а прочувствованное, пропущенное через нелегкую жизнь и сражение с лошадиной головой. Не так давно я снова вернулся в наш город, прошелся по старым местам. Выдалось побывать и на старой работе. Ничего там, кстати, не изменилось. Та же облупленная трехэтажка напротив сквера, две скамейки, кусты смородины. Я зашел поздороваться и узнал, что Константин Михайлович умер. Иногда я останавливаюсь в том месте, посидеть в тени тополей, бросая взгляд на зарешоченные окна, и меня охватывают странные чувства.